Ну что, начнем? Да. Ну как ты здесь? Без нас. Хорошо, хорошо, спасибо. Погода здесь классная, так что все прекрасно. Скучаешь по Москве? Да, правда скучаю. Ты часто на связи с кем-нибудь из Спартака? Да. Списываемся с Квинси иногда. Плюс на всех подписан в Инстаграме. Так что иногда общаемся. Ты же знаешь, что Квинси выпустил 2 клипа? Да, видел, конечно. Он парень талантливый. Может делать все, что угодно и преуспевать в этом. Что думаешь по поводу клипов? Я сейчас не о музыке, потому что поет он на голландском. Прикольные. У него хороший стиль. Песни тоже хорошие. Он с ними может выступать везде. Талант. После окончания карьеры он может стать рэп-звездой? Если хочет, почему бы и нет. Ik kan een stek bij de laat en ik weet dat ze er niet aankomt. Самуэль, ты уже год как не был в Москве? Ты все еще помнишь своих одноклубников? Надеюсь, да. Тогда челлендж. Я выбрал изображение игроков Спартака из FIFA 22. Твоя задача отгадать, какой игрок на картинке. Итак, первый. Голкипер. Думаю, это Максименко. Следующий. А это сложно. Ты должен мне помочь. Это защитник? Да. Защитник. Маслов? Нет. Но тоже молодой. Тоже молодой. Рассказов? Да. Это Джике или я? И твой выбор? Скажу Джике. Нет, это ты. Это я? Да. Нравится? Окей, это я. Окей. Теперь это Джике. Следующий. Будет сложно. Следующий. Он полузащитник? Да. Зобнин. Да. Как ты это делаешь? Я знаю. Это нападающий? Да. Соболев. Да. Никогда не угадаешь. Этого? Ага. Какая позиция? Дам подсказку. Он больше не в Спартаке. Больше не в Спартаке? Но он русский. Ушел из Спартака. И я с ним играл? Да. Скажи позицию. Помоги. Вообще, он любит играть на фланге, но может сыграть и десятку. Он играет за Локомотив сейчас? Нет. На фланге? Я не знаю. У него есть младший брат, который тоже играл за Спартак, и который сейчас тоже не в Спартаке. Бакаев? Да. Не похож, что ли? Сложно узнать. Бакаев. Это полузащитник, нет? Не могу сказать позицию. Кажется, защитник. Блин, забыл. Хендрикс? Нет. Но он не русский. Нет, и он больше не в Спартаке. Мой друг, Максимилиано Кафрие. Да. Играл здесь против него? Да. Как у него дела? Хорошо, очень хорошо. Он провел классный сезон. Они обыграли Леон с Дэном Ловреном. Да, с Ловреном. Кстати, ты же играл против Ловрена? На поле, может, разговаривали? Ну, там типа Спартак, Зенит. Нет, Марсель против Леона — это тоже большая заруба. Мы дважды их обыграли. И лучше с ними не общаться. Я не обыгрывал Зенит там. Теперь с Марселем отыгрываюсь. Еще 2. Это Селихов? Да.
И последний. О, лучший. Квинси Промес. 10 из 10. Спасибо. Смотришь матчи Спартака? Ну или хайлайты? Да, все хайлайты смотрю. Иногда, если получается, включаю матчи. Но обзоры всегда. Что можешь сказать о Спартаке в этом сезоне? У них была хорошая осень, но весной играли не очень хорошо. Да, весной стало много проблем. Там же сейчас новый тренер. И он поставил хорошую игру. И игроки выглядят счастливыми. Видно даже по тренировкам. А это важно. Это очень важно. Правда, в Кубке они тоже проиграли. Не очень хорошо, но ладно. Надеюсь, в новом сезоне они будут бороться за титул. Я в Марселе 4 дня, и для меня этот город противоположность Москве. Тебе есть комфортно? Да, совершенно другой город. Маленький, с солнцем, пляжами. Сплошной релакс. А Москва очень быстрая, большая. Но ты живешь в Марселе или за городом? В Марселе, но семья у меня живет в 40 минутах езды от города. Так что, если у меня есть время, езжу туда. В Москве, насколько я знаю, ты жил в Москва-Сити. Да. Это же место, где постоянный движ, тусовки 24/7. Тебе было сложно переключиться на спокойный Марсель после такого движа? Так я же отсюда, и всю жизнь провел в этом спокойствии. Так что привыкать мне надо было к Москве. Как ты правильно сказал, там постоянный драйв, вечеринки. Но сам я парень спокойный, так что после возвращения для меня ничего не изменилось. Твой уход из Спартака. Как это было? Шаг за шагом. Мой контракт заканчивался через 6 месяцев, так что я мог подписываться с кем хотел. Но для меня было очень сложным принять это решение. У меня же было предложение о продлении контракта со Спартаком. Я много думал. Думал, как будет лучше для моего сына, потому что это для меня самое главное. Думал, что делать. Возможно ли перевести его в Москву? Но это было очень сложно, почти нереально. И я решил, что отработаю контракт и уйду. Потом я получил предложение от Марселя. А для меня играть за Марсель – мечта детства. И когда получил предложение, сказал себе, что пойду туда. Так будет лучше для моей семьи, для моего сына. Ты сказал, что Спартак предложил тебе новый контракт. Лука Катани ранее говорил, что тебе предлагали много денег, что пришлось выделить дополнительный бюджет ради этого. Вообще был шанс, что ты останешься в Москве? Хочу поблагодарить Спартак за то, что они мне сделали такое щедрое предложение. Но в тот момент для меня это не было самым важным. Я вообще не думал о деньгах. Дело было в моей семье, в моем сыне. Для меня это решение было очень сложным. 4 или 5 дней я довольно плохо спал. Я очень люблю Спартак. Спартак внутри меня. Так что для меня было очень сложным принимать решение об уходе. Но в конце концов я выбрал своего сына. Нужно было найти баланс. Как я сказал, привезти сына в Москву я не мог. Значит, надо было уходить. Сейчас с твоим сыном все хорошо? Он живет с тобой? Нет, он со мной не живет. Ситуация все еще сложная, но для меня лучше быть рядом с ним. После трансфера ты говорил, что у тебя было несколько опций, кроме Марселя. Ты вообще рассматривал какие-то другие варианты? Нет, только Марсель. Когда агент сказал мне о такой возможности, сразу ответил, что пойду туда. Даже не спрашивал, какие варианты есть еще. Франция лучше России в плане футбола? Думаю, да. Уровень команд здесь повыше. В России всего 5-6 клубов, которые играют хорошо.
И очень большая пропасть между топами и всеми остальными. Здесь, во Франции, все иначе. Плюс интенсивность другая. Да и качество футбола повыше. В России было сложно физически, но во Франции футбол выше уровнем. Я ходил на ваш матч против Анже в воскресенье, и я был удивлен. Вы играли с командой с последнего места, но они постоянно атаковали, забили вам, могли забить второй, третий. У них были шансы. Здесь все пытаются играть в футбол. Это правда. Все играют в футбол. В каждой команде есть качественные игроки. Никто не играет тупо забросами вперед. Да и болельщикам такой футбол больше нравится. Открытый с обеих сторон. Это круто. Кстати, о болельщиках. Я впечатлен атмосферой у вас. 64 тысячи. Поют все 90 минут. Просто кайф. Да, атмосфера сумасшедшая. Я такой никогда в жизни не видел. Мне кажется, у нас лучшая поддержка в Европе. Фанаты с обеих сторон стадиона. А когда мы забиваем, атмосфера просто бомба. Для меня кайф играть на этом стадионе. Можешь сравнить эту атмосферу с атмосферой в России? Не на каждом матче, конечно, но с играми против «Зенита» и «ЦСКА». Да, конечно. На стадионе «Спартака» тоже была сумасшедшая атмосфера. Помню, что на дерби и на матчах с «Зенитом» была фантастика. Конечно, она отличается от «Марселя», но тоже фантастическая. Ты же знаешь новости, что активные фанаты сейчас ушли со стадионов из-за Fan ID? Да, конечно. Плюс я же смотрел некоторые матчи. Считаю, что это большая потеря для российского футбола. Такое ведь на всех стадионах. Ну ладно, это выбор фанатов. Переносимся назад, когда ты только пришел в «Спартак». Тебе же Марко Трабуки предложил Москву. Да, это был Марко Трабуки и... Тимур? Да, Тимур. Они вдвоем. Они привезли меня в Москву. Каким был твой первый день? Я приземлился в аэропорту. Дальше меня привезли на машине в Тарасовку. Я все посмотрел. Там был и тренер. Каррера. Была двусторонка. И тогда я впервые познакомился с парнями. Какие слова они нашли, чтобы убедить тебя переехать в Москву? Ты играл в Бельгии в хорошей команде. А для большинства европейцев Россия — это что-то очень далекое и холодное. Для меня проблем не было. Перед переходом я поговорил с Софьяном Хани. У меня же было два предложения. От Краснодара и от Спартака. И я поговорил с Софьяном Хани, чтобы побольше узнать про жизнь в России. Потому что я не представлял, каково это — жить в Москве. Потом я начал смотреть видосы. И когда увидел фанатов Спартака, я сказал себе: окей, я хочу туда. А еще мне очень понравилось, что символ клуба — гладиатор. Ты же в курсе, что Краснодар очень злился на тебя за то, что ты выбрал «Спартак»? Да, слышал об этом. Но если бы я сказал им: окей, я подписываюсь с вами, я бы уважал это решение. Но такого не было. То есть ты ничего не обещал? Нет, если бы сказал «да», это одно, но я ничего никому не обещал. В одном из интервью ты сказал, что ты авантюрный парень. Твоя поездка в Россию — это авантюра? Да, я люблю авантюры. И для меня поездка в Москву стала лучшим опытом в жизни. Буду всегда это помнить. Я же поехал туда один. Я не говорил по-английски, не знал русский. Это было настоящим приключением. Но русские люди были очень приветливы ко мне, и мне было легко адаптироваться. Мне кажется, твои одноклубники, друзья, близкие спрашивают тебя про Россию. Что ты им рассказываешь? Да, многие спрашивают про жизнь в Москве, потому что есть стереотип, что в России люди очень холодные. И когда я туда приехал, это сначала показалось правдой, но только на паспортном контроле.
Дальше все было прекрасно. Я познакомился с замечательными людьми в России. У меня там появились друзья. И я рассказываю, что жизнь в Москве хороша, а люди замечательные. Когда ты играл в России, чемпион был только один — «Зенит». Как сейчас ПСЖ у вас. По-твоему, это было справедливо? А то люди, особенно в Москве, разное говорят. Например, что судьи помогают и все такое. Нет, мы не должны искать оправдания. «Зенит» был лучше остальных. Все просто. Если ты выигрываешь 4 года подряд, то дело здесь точно не в судьях. Уже 5. Да, уже 5. Они были просто лучше, и они это заслужили. Конечно, для нас, спартаковцев, было непросто видеть, как «Зенит» берет титулы. Но мы порой не играли хорошо. Иногда проигрывали важные матчи. Но, надеюсь, в будущем «Спартак» все-таки выиграет титул. Но был хоть один шанс обыграть «Зенит»? Ты же играл против них 8, кажется, раз, и без побед. Да, помню. Против них всегда были сложные матчи. Вот когда мы играли дома, шансы всегда были 50 на 50. И все решали маленькие детали. Но когда я был в «Спартаке», у нас было много молодых игроков. Строилась новая команда. Так что было очень сложно. Иногда мы играли хорошо, иногда не очень. А вот «Зенит» постоянно держал высокую планку. Так что обыграть было сложно. Но я рад, что в этом сезоне «Спартак» выиграл у них дважды. Один раз в Кубке 3-0, а второй раз по пенальти. Это тоже победа. И «Зенит» по пенальти выиграл. Было 0-0, потом драка, а потом «Зенит» выиграл. Но «Спартак» вышел с первого места. Это как победа. Для тебя какой соперник был более принципиальным? «Зенит» или ЦСКА? Для меня ЦСКА. Потому что помню свое первое дерби, и я очень проникся этой атмосферой. Но также помню, что первое дерби было для меня не самым приятным. Но я знаю, что игры с обоими соперниками очень важны для фанатов. Так что нужно в них отдаваться по максимуму. Игра против ЦСКА, когда ты забил дважды. Это лучший матч в твоей российской карьере? Лично для меня, да, потому что забил. Окей, было дерби, но главное впечатление — финал в Лужниках. Но ты чувствовал, что ЦСКА это прям враги? Для болельщиков как минимум. Да, конечно. Или просто очередной соперник, но важная игра? Нет, против ЦСКА прям чувствуешь. Все говорят, мы должны их прибить. Это как драка. На стадионе чувствуется напряжение. Помню, что на дерби стадион всегда заполнялся. И люди хотят, чтобы мы их прибили, как врага. В футбольном плане, разумеется. Если ты играешь в футбол, тебе нравится играть подобные матчи. А если ты побеждаешь, вообще красота. У тебя уникальная ситуация. Ты играл в России 4 года, но успел поработать с 7 тренерами, если считаем Рянчу и Кузнецова. Какой тренер тебе запомнился больше всего? Да, сумасшествие. Столько тренеров. Вообще о каждом тренере у меня приятные воспоминания. Но особо отмечу, наибольшая стабильность была при Тедеско. Он пришел, когда у команды все было не очень хорошо. Была сложная ситуация. Ему понадобилось время. Но на второй год мы заняли второе место. И это было неплохо. Конечно, всегда хочется быть на вершине. Мы хотели бороться с «Зенитом» за титул. Потом Тедеско ушел, и был... Я забыл имя. Мой последний тренер. Ваноли. Паоло Ваноли.
Точно, Ваноле. Прошу прощения. С ним мы выиграли кубок, а для нас было очень важным выиграть трофей. А что скажешь об Олеге Кононове? Потому что он очень любил «Спартак», но почему у него не получилось? Наверное, было много давления. Тренировать «Спартак» очень сложно. Помню, когда он пришел, я был травмирован, так что мы познакомились только летом. И его проблема была в том, что «Спартак» — большой клуб. И если ты плохо стартуешь, через пару матчей команда уже находится в плохом настроении. Это было сложно, очень сложно. Помню его последние матчи. Конечно, было неприятно слушать гадкие вещи про тренера, ведь на поле были мы, а если мы не работали как следует, убрать тренера — это самое простое. Но он был хорошим наставником. Помню, как он работал. В какой он был команде? Арсенал. Да, Арсенал. Эта команда с ним играла хорошо. Но со Спартаком работать сложнее. Там ждут результата. И не просто результата, но и с хорошей игрой. Нужно и то, и другое. Ты сказал, что в «Спартаке» много давления. Но когда ты пришел в «Спартак», давление было еще больше. Там были большие терки между Каррерой и Глушаковым. Тебе, как новичку, было сложно адаптироваться в таком коллективе? Да, помню, что был какой-то конфликт, но я не читал прессу. Я был новичком, так что я не видел многих вещей. Но внутри команды чувствовалось напряжение? Нет, внутри команды все было нормально. Я играл в команде чемпионов, с парнями, которые выигрывали трофей. Все были профессионалами. Но потом многое поменялось. Многие игроки ушли. И «Спартак» начал строить новую команду с молодыми футболистами. Было сложновато, а нам нужна была стабильность. Ты учил русский. Не забыл еще? Немного забыл. Не все, конечно. Но какие-то слова забыл. Может, немножечко по-русски? Давай, ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. А какое твое любимое русское слово? Не знаю, могу ли я это сказать. Если что, мы запикаем. Браво! А второе? Спасибо. Любимая русская еда? Русский борщ. Это суп, да? Да, борщ. Это легендарный спартаковский борщ. Борщ, А конечно. любимая русская песня? Подожди, можно заберу мой телефон? Sure. Я люблю. К слову о еде. Люди говорят, что Джеки очень много ест. Это правда? Да, это правда. Ест хорошо, но много. Это правда. И по русскому языку. Я прочитал историю, не знаю, правда это или нет. Когда ты только начинал учить русский язык, одноклубники над тобой прикалывались. И когда ты спросил, как по-русски будет голова, тебе сказали не голова, а жопа. И после этого ты пошел к спартаковским врачам и попросил у них таблетку для жопы. Это реальная история? Мне кажется, была подобная история, но я точно не помню. Кто тебе это рассказал? Прочитал в одном телеграм-канале. Возможно, так и было, но тебе лучше спросить у доктора. Самый большой талант в «Спартаке», с которым ты играл? Талант Квинси. А если русский? Русские. Назову Литвинова. В России Саша Кокорин — вечный талант. Он всю жизнь подает надежды, но так и не смог по-настоящему раскрыться. Как думаешь, почему у него не получилось в «Спартаке»? В чем проблема?
В «Спартаке» у него было много травм. Когда я с ним тренировался, видел, что он качественный игрок. А еще он классный человек. Но у него было много проблем. И ему было сложно после той истории. Но он хороший парень. Я видел, что он сейчас забивает. Где он играет? На Кипре. Да, на Кипре. Рад за него. Самый сложный нападающий в России, против которого ты играл. Дзюба. Злишься на него? Он же тебе травму нанес. Нет, никогда. Помню, когда мы играли друг против друга, всегда шутили. Помню, я забил. Кажется, ЦСКА. И на следующий тур мы играли против «Зенита» дома. И на поле он сказал: «Поздравляю, это была твоя лучшая игра в России». У тебя появились какие-то привычки в России, которые ты используешь до сих пор? Я научился играть в гольф в России. Вообще непопулярная игра в России. Да, знаю, но я ее освоил там. Было здорово. Сейчас во Франции тоже иногда играю. Как думаешь, ты еще сыграешь за «Спартак» когда-нибудь? Сыграю ли я в будущем? Я не знаю. Может, в товарищеском матче. В товарищеском? Ну, знаешь, там ретро-матч. Может быть. Почему нет? Все возможно. Самуэль, спасибо большое за интервью. Спасибо за время. Спасибо И вам. удачи. Удачи.